Всем доброго времени суток, вы на канале Дача Лайф, и сегодня на повестке дня у нас опять перфоратор и дрова. Как уже видите, перфоратор у нас без каких-либо специфических насадок, то есть обычная лопаточка 14, которой, в общем-то, все просто бетон шурудят. Как-то на ютубе я видел ролики, когда человек пытался раскалывать дрова, и, в общем-то, кинул в сторону перфоратора, у него вообще ничего не получилось. Сейчас мы этот миф попробуем немножко развеять, заодно обсудим, а стоит ли вообще этим заниматься. Ну, для начала возьмем, вот у нас есть сосна, есть елка. Для начала возьмем маленькое. Перфоратор ставим в режим молотка, направляем его в центр, немножечко под углом, и включаем. Как мы видим результат, все у нас расколото, замечательно. Но это маленькая поленца, вот тоже маленькая, попробуем еще, чтобы убедить, что это как-то не было приколом. И как мы видим, как мы не стараемся, у нас вообще ничего не получается. Почему? Малейший сучок, и это уже не работает. Ну, попробуем на излом поставить, продолжить, если пол не раздушит нам. Все, никакого эффекта. Лопатка намертво застряла. В общем-то, все, она не двигается. Извлекать ее уже придется у нас, если топором. Никак, видите, вот она сюда идет, и никак она вообще уже не раскалывает. Та раскололась без вопросов. Хотя топориком такое поленце вообще колется без вопросов. Но нам надо вычислить, возьмет ли перфоратор. Попробуем елку побольше. Попробуем принцип такой, что будем направлять от центра к краю. Ну, видите, она уже сухая, она немножко даже растресканная. Видите, работает. Даже не знаю, есть ли смысл дальше что-то объяснять. В общем-то, видите, елка, которая без сучков, в принципе, которая вообще даже маленьким топориком порубится, ее можно вполне разбирать перфоратором. Единственное преимущество, что вы можете работать в сарае, где-нибудь на бетонном полу, когда на улице плохая погода, и вам надо каких-то щепок нарубить. Но этой задачей прекрасно справляется и тот типа дровокол, щипкокол, который я уже показывал обзор, который тоже что-то большое не берет, морковка, но маленькое все нормально разваливает. А если вот такое попадется, вот видите, маленький у нас сучок, все, оно вязнет и дальше ничего, в общем-то, не делает. Но можем попробовать его, кстати, поперек раздолбать, посмотреть, может возьмет его поперек. Никак. Видите, то есть если перестает сюда вылазить наша лопатка, дальше не лезет, не расширяется само,
то никак. То есть, если полено сырое или полено с сучками, то такой метод вообще никуда никак не годится. Ну, что касается ровненьких, наверное, каких-то дров, может, если кому-то интересно, то вполне может быть. То есть, метод, в общем-то, с одной стороны работает, а с другой стороны не работает, потому что если попадется сучок, вы больше времени потратите на извлечение этого всего, чем взять просто топорик и даже аккуратненько его где-то подбить молоточком, там что-то сделать, если там не хотите на улице в плохую погоду что-то порубить, каких-то щепочек. Ну, скажем так, топор намного лучше, чем перфоратор. Поэтому, честно скажу, все-таки не занимайтесь вы ерундой. И уже это, говорится, не первый обзор, люди уже делали. Поэтому он, скорее всего, скорее мертв, чем жив. То есть перфоратор и дрова все-таки это разные вещи, и не надо их путать. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, обсуждаем, комментируем. Но я думаю, что тут даже нечего обсуждать. Перфоратор для бетона, топор для дров. Всем до новых встреч!